Здравствуйте! Коsporta Pro — это компактные накладные наушники, которые производятся и продаются уже практически 40 лет без каких-то серьезных изменений. Естественно, компания выпускает модификации этих наушников, в том числе и беспроводные версии. И сегодняшние герои видеовпечатления — это Коsporta Pro Utility. Версия, которая на первый взгляд отличается только своим кабелем, но и по внешнему виду есть некоторые небольшие изменения. В частности, пластик в конструкции используется полупрозрачный, в чем это является ли это каким-то преимуществом, сказать сложно. И также на каждой чашке используются вставки из красного и синего цвета для того, чтобы проще было определить, как правильно надевать наушники. Но, по крайней мере, это только мои догадки. Возможно, компания решила просто сделать одну чашку синюю, другую красной. Все. По своей посадке, по удобству это крайне крутые наушники, за исключением того маленького, практически незначительного нюанса, который заключается в том, что наушники могут вырывать вам волосы. За счет того, что у нас конструкция по изменению их высоты используется с двумя такими металлическими частями, которые могут просто зажаться и, соответственно, защемить ваши волосы. И это очень неприятно, но зато компактно. По поводу удобства все идеально, потому что они, во-первых, очень легкие, во-вторых, на зону виска есть дополнительная мягкая часть, и соответственно, наушники сидят очень уверенно, они не спадают, и при этом они никак нигде не давят, не создают какого-то дискомфорта. Но я думаю, говорить об этом подробно сейчас, в 2022 году, нет особого смысла, потому что вы и так прекрасно это знаете. Главная особенность наушников заключается в том, что у нас есть съемный кабель, и в комплекте у нас идет дополнительный удлинитель с разъемом 3,5 мм, в то время как вы можете еще докупить кабель с разъемом либо же USB Type-C, либо же Lightning, если в вашем источнике нет разъема 3,5 мм. Это, конечно, хорошая задумка, но опять-таки за это все нужно дополнительно платить, дополнительно покупать. И приблизительно за эти же деньги можно купить неплохой ЦАПа-усилитель, как тот же M-Blue Hi-Fi DAC, либо же Meizu Hi-Fi DAC Pro, которые будут по качеству звучания, думаю, не хуже, потому что все-таки там используется уже более-менее полноценный ЦАП, используется какой-то проверенный усилитель, все это хорошо между собой согласовано, и мы можем получить хорошее качество звучания. И по поводу звучания конкретно данной модели, отличается ли она от классических Коsporta Pro? Нет, абсолютно не отличается. Это все так же темное звучание, где у нас преобладают низкие частоты, где очень сильно зажаты высокие частоты, и при этом середина по меркам 2022 года уже все-таки и зажатая, и мутная. Ей не хватает детальности, не хватает разборчивости, и только если вокал записан уж очень сильно хорошо, еще и выведен на передний план, как, к примеру, с Джой Кокером, то да, там середина может звучать вменяемо, может звучать хорошо. Но для, опять же, повторюсь, 2022 года это уже такие достаточно плохие показатели, потому что все-таки середина, это средние частоты, это то, что очень сильно развивается в наушниках, и даже в каких-то ТВС-ках за 15-20 долларов середина уже будет звучать вменяемо, будет звучать честно, и в хороших ТВС-ках, в адекватных ТВС-ках за 15-20 долларов. И, в общем-то, к ней не будет никаких особых претензий, кроме детальности, что очевидно, исходя из их бюджета. Поэтому общие какие-то впечатления, я на самом деле ожидал, что Кос хотя бы сейчас проапгрейдят свои наушники в плане динамиков, потому что технологии 80-х годов уже не актуальны, и требования к какой-то аналитике наушников значительно возрастает, и сейчас они просто не соответствуют им. Понятно, что наушники стоят там около 50 долларов, вроде как и просить чего-то особо не стоит от наушников, но те же JBL за 50 долларов делают вполне адекватные даже беспроводные наушники.
с более-менее хорошим звучанием, где не будет таких проблем явных с серединой и с высокими частотами. Поэтому, с одной стороны, это все очень компактно, очень легко и без какого-то сильного дискомфорта, не считая вырванных волос. И, возможно, для кого-то как раз-таки такой вариант и будет оптимальным для, хотел уже сказать, подкастов и прослушивания книг, но опять-таки вспомним, середина — это главная проблема данных наушников, а середина и есть голос. Поэтому для кого они подходят и зачем все это надо, не понимаю. Не понимаю, почему Kos не хотят ставить более современные динамики и развивать свою самую популярную модель, сделать там, не знаю, какую-нибудь версию, либо же апгрейд, либо же 2022, что-то в этом роде, но при этом уже с новыми динамиками, соответствующим требованиям в данного времени, в котором мы сейчас живем. Но что имеем, то имеем. Поэтому если вдруг после данного видео впечатления данные наушники вас заинтересовали, то по ссылке в описании вы сможете найти. А если вы выбираете себе какие-то накладные наушники, просто наушники открытого типа, либо же какие-либо другие наушники, то вы можете на нашем сайте в Netbox Buy, либо же Netbox.ru найти подходящий для вас вариант. И также заказать доставкой по России, либо же по Беларуси. Поэтому ждем вас в гости на наш сайт. Также, если понравилось данное видео впечатление, ставьте лайк. И на этом точно все. Желаю вам мира и здоровья. До скорых встреч.